Бали начала бороться. Пахнет репеллент, потому что почему-то... О, так, минуточку. Здесь что-то горит. Красные флаги. Большой прилив. Позитивные, приятные пляжи. Все будет Adidas и собаки. Раньше было лучше. В этой же очереди принимают ислам. Это не выходя из аэропорта. В этот аэропорт я уже несколько раз забредал, но таким пустым еще не видел, потому что в Рань такую я первый раз сюда забрался. Аэропорт пахнет Бургер Кингом. Большой выбор разных сим-карт, обменом валют, которые здесь на каждом шагу. Это не выходя из аэропорта. И поскольку раннее утро, нет назойливых таксистов. Обычно здесь одуревшее количество таксистов. Такси лучше не заказать, потому что будет специальный тариф. No, thanks. Jalan. Where? Canggu? Canggu, yeah. Yeah, also say Jalan, boss. Сейчас покажу какой-то удивительный момент. Здесь распыляют, я не очень пойму, это репеллент или увлажнительная система. Circle K. Макаси. Невыгодный курс, дорогое такси. Что бы я предложил, это выйти из аэропорта и там заказать просто-напросто какое-то такси типа GoJack или Grab, который вас доставит с комфортом и достаточно быстро. Ошалевшая влажность балийских улиц. Цель сегодняшней прогулки – посмотреть, за сколько времени мы доберемся до пляжа и как далеко мы сможем дойти. Главное не ошибиться с выбором маршрута. Призор должен остаться по правую сторону. Вот такая вот дорожка. Здесь что-то горит. Маршрут я прокладывать не буду, потому что почему-то... О, так, минуточку. Вот там вот только что что-то бегало. И сейчас бегает. Наверное, пойду я отсюда. Короче, я не знаю, насколько далеко я смогу дойти. Поэтому проверим вместе. Все будет Adidas. Так, ну что, мы вышли уже на пляж. Лодочки, аэропорт, человек. И нам вот этой дорогой. Гигантское количество мусора. И вот эта статуя. Я не знаю даже, что и сказать, я не шарю. Местные купаются в одежде, потому что из-за лодок много грязи. Абсолютно лидирующая позиция по лодкам – это именно этот район. Позитивные, приятные пляжи. Но раньше было лучше. Hello. Следующий район у нас Кута. Бинтанг – это местное пивко, которое с удовольствием подтягивают как местные, так и приезжие. А здесь вот торгуют балийскими ширпотребами. Вот так. 3 года мясом сыт монах. Надежды согревают. Очень большое количество мусульман. При выходе из аэропорта люди не только получают визу, а в этой же очереди принимают ислам. Здесь вот в резорте кто-то паркует свой вертолет. Мы официально входим в Куту. В мое время вот такого не было. Это какие-то религиозные постройки и собаки. Коровий сок налит в стакан. Слышал я от одного человека, что вот это вот здание, туда люди прячутся на момент цунами, их несколько здесь на побережье. Я, честно говоря, не знаю, правда ли это. Если кто-то знает, буду рад, если вы мне напишите, подскажите в комментариях. Любовь. Началась Кута, история про серф и кокосы. Теперь будет максимальная атака со стороны серфингистов, их родственников, которые все хотят научить тебя кататься. Макаси. Миллиардах лиц.
Будто в 7 утра пахнет свежим морем, а в 10 вечера протухшим пивом. Любовь без как ось, единый Бог. Развешаны вот эти вот красные флаги. Хотя, честно сказать, спасателей я ни разу не видел. И в миллиардах Спасибо, пап. лиц. Я удрал на берег, здесь мелько заживал. Дай по песочку побродить бывшими лапками кривяками. Блиц. Многим нравится серф, философия и так далее, но история не про меня. Как по мне, философия серфинга это гребля. Короче, не ясна для меня. Кута — это такой райончик настолько про серфинг, что, мне кажется, здесь даже собаки шарят за серф. История серфа не ясна, но тоже типа прикольно. Есть какой-то в этом свой шарм. Судя по белоснежным ледочкам, мы входим в зону роскоши. Семеньяк — это больше про Устрия. Вот Кута больше про какой-то такой потертый отдых. То есть он как бы вроде бы не ретро, но уже устал. Вот эти хатки от цунами. Интересно, что это за статуи сверху? Они тоже типа для защиты? Или это декоративная штука? 3 года мясом сыт. Начинаются модные резорты. Эко, осознанное. Это добавляют прайса в 2 раза. Чтобы сказать, что типа мега отличие, ну нет. Карьеру лепит. Семеньяк — это тот же самый океан, что и в Кутке, просто дороже. А в Рестике за дополнительную плату можно выбрать вид на океан или на соседний авокадо-тост. С недавних пор Бали начала бороться с мусором. Посмотрим, что из этого выйдет. Органик, нон-органик. Я не уверен, что местные это нововведение оценят. Каре украсил стол. Официально в Семеньяк серферов стало значительно меньше. Ну, то есть практически нет. Единый Бог. У меня какое-то неоднозначное ощущение относительно этой локации. Я не могу эксплуатировать факт, что мне это до безумия нравится. Даже в сравнении с такой потрепанной, пошарпанной и уставшей Кутой, у Семеньяк проигрывает. Любовь без правил и границ. Как ось. Судя по такому приливу, я скорее всего дойду до Бирава, а там встану. Через город можно обойти. Но цель моя пройти именно по пляжу, именно вот с волнами, с океаном. Посмотрим, что я буду делать дальше. Потому что, походу, сегодня эта миссия невыполнима. Шприц. Не может не смущать гигантские горы мусора на пляже. Мне, конечно, интересно, они вот эти засрания поубирают или нет? Тикс. Вот статуя. Ранее статуи не было, буквально год назад ее еще не было. Бали строится на моих глазах. Да на всех глазах оно строится. Как и ожидалось, я пришел на Бираво-Бич. Вот перехожу по мостику. Не, ребята, где-то вот там вот и закончится мое путешествие вдоль пляжа, потому что большой прилив. Я не уверен, что получится как-то адекватно именно пляжем пройти эту дорогу. Сильные приливы на Бали, разрушение, эвакуация. Тысячи людей уже бегут в безопасные места. Волны достигают... Такс. Ну посмотрим, люди вон идут и переходят. Возможно, это возможно. Ну и шо? Короче, что за церемония? Затрудняюсь сказать. Да и спрашивать не стал бы. Но то, что там цыплята пищат, меня это немножко пугает. Мужчина наряженный, дети. Очень сомнительная какая-то процедура.
У-у-у-у-у. Так. А воды-то по пояс. А по пояс мне неохота переходить. Короче, я врубил режим отмены. Ну, типа, все прикольно, но цель моя была пройти, не замочить ноги. По пояс переходить я не хочу. Подумаю, что делать дальше. Амиго. Гамардёба. Ну что, как ваши дела? Вы пришли? Случились непредвиденные ситуации. Какие? Ну, я не ожидал, что океан будет прилив. Тут все реки залило, поэтому я не могу дальше пройти. Слушай, чего отказываться? Да, лодку построить или что ты предлагаешь? Я предлагаю, давай я пойду в харчевню и встретимся в харчевне. Отлично, супер, годится. Кидай мне локацию, чтобы я сдал. Мне как раз 2 часа и надо кое-что делать. Покажи мне. Концепция поменялась, направляюсь в харчевню. Недалеко здесь, часа 2 ходьбы. Буду двигаться в путь. Бираво — это мой дистрикт, я тут в принципе все знаю, поэтому держите лайфхак. Возле Никара спа есть где помыть ноги. 3 года мясом сыт монах. Планы построены были, но не выполнены. И это лишнее доказательство того, что планы не имеют значения. Так, остался недоволен, иду дальше. Дальше океана не будет. Дальше будет город. Ой, да, чангушный движ. Коровий сок налит в стакан. Березовым. Альфа-Март сегодня угощает. А сейчас буду пить такой напиточек Гуава. Каре украсил стол. Я вот от всей этой чангушницы устал. Ну, мне по приколу ходить там в Убуд. Я хочу отведать какие-то другие места, потому что там абсолютно меняется атмосфера. На каждой из твоих дорог. Вот это да! Вот это все подношение. Неоднозначно к этому отношусь. Создавать столько много мусора. И пластиковые конфеты. И печенье в целлофане. Ну блин. Границ. Как ось. Единый Я не помню, как эти фрукты называются. И интересно было бы их пособирать. дорог. И У меня какое-то проклятие левой ноги. Недели 3 как болит палец на левой ноге. И только что так же самое глупо, как я его травмировал, так же самое я его стукнул еще раз. Блиц. Ну, вот здесь Бали более провинциальная история. Здесь меньше людей пеших, большие дороги, есть тротуары. А здесь я сейчас припью bubble tea. Не получится, не припью. Читатели и кладоискатели, те, кто верит и идет, те, кто ищет. Ну, в общем, жди меня, Дениска, я скоро подойду. Не знаю, зачем я это все рассказываю. Надоела однообразная еда? Заведение Бали Белли приглашает вас. Каждая вторая порция – это наш фирменный сюрприз с чем-нибудь протухшим. Проверьте, насколько крепок ваш иммунитет. Вас ждет естественный отбор. Слушай, что? Ну что, нажрались. И съели в 2 раза больше, чем заплатили, да? Да нет, это, конечно, шутка. Мы еще и подношение сделали. 3 раза больше. Да, 3 раза больше. На этой прекрасной ноте я покидаю пространство этого экрана. Good night.